Всем привет! Мы давно с вами не общались на русском языке в таком формате небольшого видео, где я просто говорю с вами напрямую. Сегодня обсудим насущную тему, которая, с одной стороны, уже является очень банальной, а с другой стороны, все еще представляет интерес для моих друзей и подписчиков. Приблизительно несколько раз в неделю, несмотря на то, что, как мне кажется, эта тема уже достаточно раскрыта в интернете, мне задают вопросы по поводу облачного майнинга. И я решила все-таки проводить такой небольшой формат видео на этом канале, где я отвечаю на вопросы, которые мне задают часто, потому что я хочу, чтобы у нас с вами был такой коннект. Так вот, давайте сегодня разберемся раз и навсегда, что такое облачный майнинг. Я постараюсь рассказать вам об этом своими словами, очень по-простому. Надеюсь, что это видео не придется монтировать, так что поехали. Вообще, на самом деле, облачный майнинг — это очень просто. Я удивлена, что по поводу этого у кого-то вообще, в принципе, возникает столько вопросов. На самом деле, модель в теории очень простая и, казалось бы, логичная. Должна быть полезной и для представителей этого сервиса, и для потребителей. Давайте подумаем, что это такое. На самом деле, как вы уже знаете, у майнинга существует несколько концепций. Изначально люди покупали какое-то оборудование для майнинга для своего дома или своего гаража или большого завода и организовывали это сами. А потом возникло такое предложение, как облачный майнинг. Что это значит? Это значит, что когда у кого-то на каком-то другом краю земли находится огромное количество мощностей для майнинга, они могут дать вам это оборудование в аренду. И это звучит очень логично, потому что не для каждого человека представляется возможным напичкать, не знаю, свой дом, гараж или подвал какими-то айсиками или огромными майнерами, и, в принципе, не каждому это нужно. И, с одной стороны, это прямо звучит очень круто, потому что вместо того, чтобы платить полную стоимость за покупку такого дорогостоящего и мощного оборудования, вы можете просто арендовать его на время, на определенное количество дней, месяцев или мощностей. И с этой стороны вроде все очень классно, а с другой стороны вы можете протестировать сам формат майнинга для себя и решить, насколько для вас он может быть выгодным. На самом деле мы можем провести простейшую аналогию с арендой автомобилей. Например, в обычной жизни, когда я жила в Украине, многие люди предпочитали покупать машину в свое пользование, потому что если у вас в семье несколько человек, вы пользуетесь машиной каждый день, ездите на работу, проезжаете большое количество километров в неделю или путешествуете всей семьей, это очень оправдано. Но с другой стороны, когда я переехала в Лондон, я столкнулась с тем, что здесь многие люди, даже живя постоянно в одном городе, все-таки прибегают к сервисам аренды автомобилей. Почему? Потому что в обычной жизни им не нужна машина каждый день. Здесь отлично развитый общественный транспорт, поэтому мы арендуем машину только по необходимости. В этом случае нам не нужно платить за паркинг, организовывать парковку у себя в доме, которая может стоить много. Кроме этого, нам не нужно обслуживать автомобиль, а с помощью таких сервисов по аренде получается, что все эти издержки, они уменьшаются. Конечно, если вы будете на арендованной машине ездить каждый день по много часов, то в итоге окажется логичнее приобрести свою собственную машину. Но во всех остальных случаях сервисы аренды машин спасают. То же самое с облачным майнингом. В теории это должно работать точно так же. Вы не тратите свои время, силы, ресурсы и площади на организацию майнинг места у себя дома или в каких-то своих других владениях, и получаете за это дивиденды, вложив какую-то сумму в аренду этих мощностей на стороне. Но у этого способа есть определенные риски, и сейчас я попробую рассказать вам, какие именно. Дело в том, что в отличие от аренды машины, которую вы видите здесь и сейчас, в которую вы садитесь, которую вы водите, на которую вы едете с семьей на озеро, в случае облачного майнинга вы не можете проверить, существуют ли эти майнеры на самом деле. У вас нет физической возможности приехать на это, не знаю, пространство или завод, где они установлены, и проверить, что они в принципе существуют. И тут логичный вопрос, какая разница, если вы все равно получаете свои монеты на выходе. Вы вложили энное количество денег и получили какую-то часть прибыли. Многие облачные сервисы по майнингу на самом деле просто представляли собой пирамиды. То есть один человек приносил деньги, а за счет этого другой человек получал свою якобы прибыль, и все верили в то, что такая система работает. То есть сама проблема не в том, что облачный майнинг как таковой не может существовать. Проблема в том, что огромное количество мошенников пытались нажиться на этой схеме.
Кроме этого, просчитать прибыль достаточно сложно, но тут дело касается не только облачного майнинга, а майнинга в принципе. Вы же понимаете, что сейчас, учитывая волатильность, то есть скачки курса ниже и выше за последний год, за последние полгода, просчитать, сколько вы в итоге заработаете, очень сложно. Конечно, это не значит, что от этого способа стоит отказываться, но, знаете, это как в случае с каким-нибудь садоводством или выращиванием клубники. Да, вы можете надеяться на то, что ваш год будет урожайным, но может случиться и засуха. Поэтому вы должны очень серьезно подходить к способам, куда вы вкладываете свои деньги и как вы пытаетесь на этом заработать. Я, как обычно, не хочу давать здесь разбор конкретных сервисов по облачному майнингу, в частности, потому что я знаю, что все, что я говорю в видео, сразу воспринимается как моя личная рекомендация, а я не могу это рекомендовать, и я хотела бы, чтобы вы отнеслись к этому очень-очень ответственно, потому что деньги все-таки не маленькие, и мне бы хотелось, чтобы вы тратили их на какие-то позитивные вещи в своей жизни и ни в коем случае не оставались в минусе. Поэтому я прикрепляю ссылку на ресурс моих друзей, который называется prostocoin.com. Это сайт, на котором такими же простыми словами, как и в моих видео, объясняется понятия, связанные с майнингом, с криптовалютами, с блокчейном и многим другим. Так вот, у ребят на сайте уже есть статья с подробным разбором различных сервисов для майнинга. Вы можете перейти на нее прямо сейчас, после того, как досмотрите это видео, почитать, что они думают по этому поводу, и, может быть, решить, будете ли вы заниматься таким или нет. Кстати, мне очень интересно ваше мнение по этому поводу, потому что в моем чате в Telegram я пыталась общаться с ребятами на эту тему, но большинство все-таки высказалось очень скептически на тему облачного майнинга, и я прекрасно могу понять этих людей, но у меня все-таки еще остается надежда, что для кого-то это все-таки может стать выгодным способом по получению прибыли, хотя я, к сожалению, пока ручаться за это не могу. И для вас еще маленькое сообщение, как обычно в конце каждого видео. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Если вам не понравилось, поставьте дизлайк. Я открыта к любым вашим мнениям. И, пожалуйста, подпишитесь на этот канал. А еще мне бы очень хотелось, чтобы мы могли с вами как можно чаще делать вот такие вот встречи в очень простом окружении, со мной на диване, в своем свитшоте, потому что, как вы заметили, достаточно много путешествую в последнее время, огромное количество разных идей, задач и проектов, которые ко мне приходят, и я все-таки хотела бы оставлять с вами вот такую связь на русском языке с ответами на ваши вопросы. Поэтому, если есть какой-то вопрос, который вы не решали задать, или который вас до сих пор волнует в теме блокчейна или криптовалют, в развитии этого рынка, пожалуйста, задавайте их в комментарии, и не думайте, что какой-то вопрос глупый или недостойный того, чтобы вы его задали. Я уверена, что в этом и есть большой смысл Ютуба, в том, что мы с вами можем разговаривать как друзья и обсуждать абсолютно любые темы. Поэтому задавайте свои вопросы, пишите комментарии, оставляйте ваши впечатления о таком формате видео. Хотите ли вы видеть меня чаще вот так, по-простому, сидящей перед объективом фотоаппарата, или вы хотите более срежиссированных видео, как это было раньше на этом канале. В общем, я открыта для того, чтобы узнать любое ваше мнение. Была рада с вами встретиться вот так онлайн. Хорошего вам дня и оставайтесь на связи.